Друзья, привет! В комментариях к предыдущим видео меня попросили сделать видеообзор по самым полезным пчелам. И давайте действительно рассмотрим, какие пчелы я использую лично на сервере. Вот какие, по моему мнению, самые полезные. Во-первых, у меня есть качалка на пчелах, да, которую я уже показывал в предыдущих видео. Вот здесь у меня, соответственно, стоят пчелки на опыт. По правилам нашего сервера у нас стоят ограничения, то есть есть лимиты на количество таких вот пасек обычных или магических, 24 штуки. То есть здесь у меня стоит 24 пасеки, здесь все пчелы с опытом и, соответственно, они, кроме того, производят определенную продукцию. Еще у меня на территории есть пчелы, которые качают узлы. Также они стоят у меня в больших ульях, вот таких вот. Про качалку узлов я тоже уже рассказывал в предыдущих видео. Вот. Здесь у меня стоят, соответственно, 6 пчел, которые производят, которые прокачивают узлы. То есть у них стоит эффект Empowering. Про все это в предыдущих видео я говорил. А теперь давайте подробнее рассмотрим, какие пчелы, какие виды именно я использую и почему они мне кажутся полезными. Так, давайте по порядку. Значит, для начала, самая полезная, в принципе, на мой взгляд, пчела. Еще один момент я говорю, да, что я играю на техномагической сборке. То есть у меня есть помимо Forestry Magic Bees. Вот. И самая полезная пчела, на мой взгляд, в принципе, вообще Magic Bees, это алмазка. Алмазная пчела, потому что она производит, сейчас здесь покажем, наверное, где-то, вот такой вот алмазный осколок. А из алмазных осколков уже крафтятся алмазы. То есть, по-моему, фантастически вообще полезная пчела, потому что алмазы используются во многих крафтах, в том числе в ваниле, в ИК-2, в АЕ2, вообще почти во всех модах алмазы являются крайне важным, крайне востребованным ресурсом для крафта. Добывать алмазы и производить не так уж и просто. То есть, допустим, если вы там из материи будете производить, достаточно затратно, если там через уголь тоже затратно, добывать их не так легко. А с помощью пчел проблема с алмазами решается. То есть они производят в бесконечном количестве, но, к сожалению, производят это достаточно медленно. Несмотря на то, что, в принципе, у меня здесь пчелки на топовый ген. То есть, обратите внимание, у меня здесь стоит скорость производства blinding. Это здесь, скорее всего, просто еще не переведено, но это самая мощная вообще скорость производства. Вот эти топовые гены выводил мой друг, с которым я играю. Вот. И даже с такой вот скоростью производства, там, не знаю, за ночь производится там порядка несколько стаков алмазов. И у меня на качалке опыта стоит, по-моему, половина, соответственно, вот таких вот алмазных пчел. Вот, то есть, самый востребованный ресурс для меня, поэтому я стараюсь больше всего их производить. Вот, то есть, по несколько стаков в день они мне такие пчелки производят. Поэтому, прежде всего, я рекомендую обязательно присмотреться к алмазным. Следующие очень полезные пчелы – это Certus. Вот, это крайне полезные пчелы, если у вас стоит мод Applied Energetics, потому что эти пчелки производят кристаллы истинного кварца. И причем производят их в достаточно большом количестве. То есть у меня, по-моему, стоит сейчас 4 таких пчелы, опять же, на качалке для пчелок, для опыта. И кристаллов там производят просто огромнейшее количество вот таких вот истинного кварца. И то есть решают проблему соответственно, с добычей вот таких вот кристаллов. Потому что тоже достаточно расходный материал в этом моде, в Applied Energetics. Эти пчелы нам вопрос решают. Есть еще также разновидность таких пчел, которые производят кристаллы, соответственно, фиолетовые кристаллы. Но мне кажется, вполне достаточно такие вот производить, и дальше уже из них что угодно крафтить. Так, дальше, что бы я выделил еще очень полезным. Имперский, трудолюбивый, это скорее уже для самого Forestry. Так, это ботаник. Все, остальное, в принципе, это уже скорее для самого Forestry полезно. То есть давайте рассмотрим вот имперские пчелки. Но это еще даже в дефолтовом Forestry есть имперки. Чем они полезны? Естественно, они производят соты. И самое главное, они производят маточное молочко. А маточное молочко является незаменимым элементом для крафтов, например, биг ульев.
Поэтому имперка является незаменимой пчелой, допустим, для некоторых крафтов в моде Forestry. То же самое касается коллеги этой пчелки. Это трудолюбивый трутень, то есть немного другая ветка, трудолюбивая. И эта пчела уже производит, значит, помимо вязких сот, еще скопление пыльцы. А вот это скопление пыльцы также является необходимым элементом для крафтов, соответственно, больших ульев. Ну, по сути, вот этих пчел я именно всегда держу для того, чтобы производить большие ульи. Ну и также там вот эти маточное молочко и пыльцу для продажи на варпе. Дальше это уже из магического, соответственно, сверхъестественный и магический. Они в каком-то смысле являются аналогами трудолюбивой имперки, то есть что они тоже производят такие редкие ресурсы, как зачарованная капля в случае с магической пчелой и, соответственно, необычную пыльцу. Необычная пыльца и зачарованная капля являются необходимыми элементами для крафта магических пасек. То есть без вот этих пчел магические пасеки вам не получится крафтить. Вот. А магические пасеки, в свою очередь, как в предыдущих видео я говорил, это, как бы можно сказать, улучшенная версия обычных пасек. Поэтому вот эти пчелы тоже для меня являются важными и незаменимыми. Дальше еще я пользуюсь трансмутирующим трутнем, трансмутирующей пчелой. Но я ее использую только для того, чтобы получать сразу несколько разновидностей сот. То есть они производят трансмутирующие, шелковистые, кипящие и пересохшие. То есть сразу несколько видов сот. Причем самое интересное, на мой взгляд, это шелковистые. То есть они дают шелковистый прополис, из которого в свою очередь можно получать шелк, а из шелка уже крафтить, например, там сет пчеловода. Тоже такая интересная пчела. Дальше идут пчелы, которые полезны для мода ботания, если она у вас установлена. Это, во-первых, ботаник пчела. Вот, ее продукцией являются все виды лепестков из ботании. Очень классная пчелка. Вот. Кроме того, производит мирские и трансмутирующие соты. Но мы ее ценим за то, что она производит все виды лепестков и облегчает нам немного игру соответственно, с ботанией. Есть еще, соответственно, васби пчела. Она производит все виды семян. Вот. Таежное, луговое семя, грибные споры. Тоже интересная пчелка. Мы ее тоже держим и получаем продукцию. Что интересно, она также дает бирюзовую шерсть, розовый тюльпан и розовый краситель. Ну, такой какой-то своеобразный прикольчик от разработчиков. Так, вот эти все рассмотренные пчелы я использую в своей качалке опыта. То есть они у меня все на опыт. Кроме того, у меня есть качалка узлов, и там у меня 6 пчел. Вот эти 6 пчел, они все производят кристаллы. Кристаллы из Таункрафта. Значит, аура производит у меня такой свежий прополис, из которого уже, насколько я помню, получается кристалл Айр. Дальше, значит, аква. Ну, там понятно, что это жидкое, соответственно, аква, да, у нас кристаллы. Абсолютно это, насколько помню, кристаллы порядка. Нет, точнее, здесь абсолютно это как раз хаос. Вот. Так, а про Эконтатио, по-моему, как раз порядок, да. Дальше солем это земля, да, земельные кристаллы. И, наконец, так, у меня еще должен был быть один, куда-то я подевал. Так, значит, аква. Давайте посмотрим сейчас на варпе. Еще один вид. Так, аура, аква, абсолютный игнис. Да, вот игниса, по-моему, я не взял, да, себе. Вот, еще игнис. Ну, игнис, понятно, кристалл огня, соответственно, да. Все, горящий прополис, кристалл огня. То есть у меня получается таких вот 6 пчел, как раз на все виды 6 кристаллов. И они у меня, соответственно, с эффектом Empowering, то есть на прокачку узлов. То есть они качают узлы. Все. Вот эти вот виды, соответственно, пчел я использую сам, но сделаю еще одну оговорку. Дело в том, что вот конкретно вот в этой сборке, текущей, да, есть небольшой, ну не знаю, правильно назвать это багом или что-то типа того, что пчелы могут производить специальную продукцию только в тех биомах, которые для них являются родными. И раньше мы как бы с другом еще использовали пчелку драконью. Может быть, сейчас получится ее найти в НИИ. Так, драконовая. Драконовая пчела. Так, здесь вот два вида, но одна как бы не та, вот эта вот драконовая, по-моему, такая фиолетовая.
Посмотрим, что она производит. Во, да, вот эта драконья матка, драконья пчела, она производит драконьевую пыль. А из нее можно делать кусочки и, наконец, ядро дракона. Прошу прощения, яйцо дракона. То есть очень полезная штука. Если вы, допустим, не знаю, там, можно с помощью нее делать эссенцию бесконечного равнодушия. Это, в свою очередь, соответственно, у нас забвенные рамки, которые мы неоднократно в предыдущих видео рассматривали. То есть они являются незаменимым элементом для крафтов забвенных рамок, которые быстро убивают пчелок, которые незаменимы просто в селекции пчел. К сожалению, здесь они немножко багнуты, в том смысле, что давать они такую продукцию могут только в эндер-мире. Для нас это, конечно, неприемлемо, поэтому мы просто эти пчелы там в магазине покупали, точнее, вот эту продукцию покупали просто в магазине. Вот. Если же у вас такого бага нет, то обязательно еще рассмотрите драконью принцессу. Кроме того, раньше, когда не было мобаферм, мы еще обожали просто вот такую вот иссушающую принцесску. Вот. Она давала, соответственно, такие вот осколки, из которых крафтились головы иссушенного скелета. Они уже нужны там для звезд. Вот, для звезд ада там и так далее. Вот, молекулярки производились. То есть, если у вас нет мобаферм, допустим, да, там на сервере, то есть у вас там нет Draconic Evolution, также рекомендую вот рассмотреть иссушающую принцессу. Еще, наверное, прокомментирую некоторые виды пчел, которые могут быть интересны при отсутствии, допустим, при отсутствии Draconic Evolution, то есть при отсутствии мобаферм. Мы также использовали для слез дракона, для слез гаста пчел ужасную. Вот, рекомендую тоже ее посмотреть. Ужасная пчелка. И, по-моему, она еще, вот можно еще также сумасшедшую рассмотреть. Тоже полезная пчела, она дает нитки. Так, кроме того, сейчас еще какие-то были виды, сейчас посмотрим. Да, вот виспи пчелку мы тоже использовали, она дает клочок шелка. Тоже хорошая пчела, посмотрите ее. Тлеющую можно использовать для того, чтобы получать стержни ифрита. Вот. Но у нас как бы с этим нет проблем, потому что у нас есть мобаферма, то есть мы просто ифритов используем. Если же у вас нет мобафермы, можно также для стержней ифрита тлеющую использовать. Так, еще было пару пчелок, сейчас, которые производят, вот нам кожу производили раньше, когда не было мобафермы. Вот, Нейсайр, то есть это что-то типа что-то с конями связано, она, по-моему, даже спавнит коней там по умолчанию. Вот, очень хорошо производит кожу и яблоки, что интересно. Или можно использовать мясистую, то есть для производства кожи. Рекомендую рассмотреть эту пчелу, если у вас нет мобафермы. Так, еще была пчела для рыбы, я помню. Сейчас попробую найти. Тоже, если у вас нету, например, голема, который рыбак, можно использовать. Сейчас посмотрим. Да, Кэти, то есть кошачья пчелка. Она производит сырую рыбу. Тоже раньше ее задействовали. Так, и еще мы раньше пользовались пчелкой, сейчас вспомню, которая производила нам... сейчас... Мозги зомби, кажется. Или, да, плоть. Мозги зомби, там они какие-то странные производят. А вот гнилая плоть. Да, умная пчелка. Вот, рекомендую также посмотреть на умную пчелку, если, опять же, у вас нету мобафермы, да. Умная пчела дает гнилую плоть и мозги зомби. Но, правда, мозги зомби какие-то другие создает, какие-то, которые нельзя использовать в крафтах Таункрафта. А вот гнилую плоть она дает достаточно много, и ее можно использовать спокойно в крафтах. Тоже стоит рассмотреть. Так, пожалуй, на этом все. Если вам это видео было полезно и понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания или что бы еще хотели увидеть, рекомендуйте друзьям. Спасибо за просмотр, жду вас в следующих сериях. Пока.